Вы тоже заметили, как мода в индустрии красоты порой уходит в крайности? Сначала это были брови ниточками, выщипывали их в дугу, вот это невероятное. И делали это и наши родители, и мы успели, потому что я именно вот свои брови испортила, добравшись до маминого пинцета. Затем все начали отращивать брови и делать их лохматыми и натуральными. Это я не против, но там тоже были маразмы, когда брови у клиента, например, вот невероятно широкие, хочется что-то как-то облегчить, какую-то линию там снизу создать все-таки. И сегодня я вам расскажу, какие тренды у нас есть сейчас. Давайте на них посмотрим. Я живу в США, и сейчас здесь новый тренд. Новое — это хорошо забытое старое, это опять брови-нитки, но если раньше это были дуги, и вот прямо такие высокие, вот вспомните Марлен Дитрих там и же с ней, даже, наверное, брови убивали полностью и рисовали их какие-то вот такие странные, томные, изогнутые. Сейчас это максимально низкие, максимально прямые брови, то есть они реально убирают их сверху и оставляют тоненькую полосочку по нижней линии. Это сейчас прям на пике моды в США, потому что я вижу одноклассников своей дочери, и она мне именно об этом рассказала. И меня это пугает, потому что это уничтоженные брови, но, с другой стороны, хорошо, мы с вами не останемся без работы. Скоро все тренды изменятся, и они захотят отрастить нормальные брови, и у большинства из них это не получится. А как вы относитесь к бровям-ниточкам? Хотите ли вы быть в тренде, или вы все-таки за натуральность? Напишите в комментариях. Следующий тренд – это брови-дудочки, я их так называю. Это, знаете, такая маразматично широкая головка, причем вот так идет она на расширение в обе стороны. И идет на сужение к излому, и вообще на нет хвостик, он настолько незначительный, что на фоне этой широкой головки он теряется. Это тренд, который создали на самом деле мастера, которые не особо умеют строить эскизы, или визажисты, которые рисуют, как бы там вот что-то вот накидали, пойдет, брови есть и нормально. И когда это делается на знаменитостях, некоторые знаменитости ходят иногда с дерьмовыми бровями. За ними начинают повторять. И мастера перманентного макияжа или визажисты, которые вот такие формы рисуют, и когда их видят в глянцевых журналах, там, не знаю, на каких-то красных дорожках, короче, у знаменитостей, у каких-то блогеров огромных миллионников, начинают за ними повторять. То есть это такая, знаете, четкая граница по периметру, вот эта странная форма. А это просто, знаете, как делается? Когда ты рисуешь себе сам, например, даже форму, рука так и хочет вот сюда закруглить, а когда верхняя линия, она как бы сама закругляет вверх. Это достаточно сложно нарисовать прям на лице ровную линию, и как бы рисуют как умеют. Хвостики обычно у всех более тонкие, и они подчеркивают эту тонкость. Я говорю всегда, что должно быть некое равновесие в отношении хвоста по отношению к телу брови, потому что есть пропорции, всегда есть лица, которые, например, нам нравятся, и нам нравится на них смотреть, они пропорциональные. И то же самое с бровями. Красивая бровь – это такие простые прямые линии, восходящие формы, никаких расширений в ненужных местах, никаких экстра сужений в тонкую ниточку, вот прям вот когда в хвосте, как иголка прям хвостик прорисует, никаких четких границ, потому что настоящие брови, они всегда имеют пушковые волоски по периметру, из-за этого они не смотрятся такими графичными, как их рисуют. И вообще, в принципе, вот эта декоративность, которая сейчас приходит в перманентный макияж, она не нужна, она экстра, потому что вы должны всегда утром проснуться свежей, прекрасной и как бы не накрашенной. Декоративности можно при вечернем выходе добиться декоративным макияжем, потом умыться и в спортзале, на море или на подушке с утра выглядеть свежим персиком, а не раскрашенной Матроной с четкими границами. Поэтому я против вот этих форм и против декоративности, которая сейчас приходит в перманентный макияж. И каких только бровей не бывает. И дудочки, и пиявка брови. Я должна сделать об этом разбор обязательно. И если вы хотите его увидеть, подпишитесь на этот канал, я его опубликую в скором времени. Следующий тренд у нас — это темный контур губ в стиле 90-х. Я, кстати, еще успела это сделать. Я коричневым прям карандашом рисовала себе контур и заполняла внутри какой-то светлой розовой помадой. Сейчас это возвращается, но я делала это карандашом и помадой, а мастера делают это при помощи татуировки на лице. Давайте будем называть своими именами то, что мы делаем. Перманентный макияж – это постоянный макияж на несколько лет. Это татуировка, это пигмент, который вносится в кожу. Тренд пройдет. Может быть, в следующем году уже не будет модно делать вот эти вот губы такие круглые, как сейчас рисуют все, сильно вываливаясь за контур карандашом.
карандашом и закрашивая светлым цветом серединку для того, чтобы они выглядели такими пухлыми, объемными, как будто надутые губы у ребенка. Он пройдет, а вы останетесь вот с этими усами коричневыми, потому что, во-первых, темный цвет — это всегда много коричневого или какой-то даже черный оттенок, или какие-то сливовые оттенки в розовом цвете, которым вам будут пытаться выделить вот это вот, ну, вот эту новую форму нарисовать. Потом считается, что если темным цветом прорисовать контур, то губы увеличатся визуально и станут пухлыми. Но на самом деле у нас есть такое ребро на губах, вы все можете это увидеть, и есть единичные вообще в мире губы, у которых вот это ребро настолько сглажено, что можно любую форму нарисовать, и это не будет смотреться странно. А у основного количества людей вот это ребро, оно не даст нарисовать вокруг губ. Это будет из-за перепада плоскостей, из-за того, что свет светит на нас всегда не прямо вот так, как сейчас на меня софит, он заполняющий, и не видно никаких вот каких-то там дефектов моей кожи, например. А если бы он просто падал сверху, как обычно в жизни, это солнечный свет или какое-то освещение в комнатах наших, где мы живем и работаем, всегда будет вот эта вот часть в тени, потому что от ребра у нас идет как бы изменение направления плоскости. И получается, что пытаясь вывести вокруг губ, мастера играют как бы вот с этим светом и тенью, но это все равно будет смотреться странно, потому что свет, падая сверху, он максимально ярким выглядит как раз-таки на вот этой вот зоне, где вот они рисуют этот перманентный макияж. Темный причем. А почти у всех вот здесь растут уже пушковые волоски, и они очень странно смотрятся на этом коричневом или темном цвете. Такое, наверное, можно только вот этим губам надутым, бесформенным, когда это такие вот супер силиконовые такие шлепы, на которых можно все что угодно нарисовать, и ничто их уже не испортит, потому что они испорчены уже у косметолога. А если вы хотите выглядеть дорого, красиво, натурально, не позволяйте такое с собой делать, потому что удалить это супер сложно, потому что губные пигменты, в них, во-первых, много диоксида титана, во-вторых, там есть оксиды железа, которые удаляются через серый цвет, и вы должны понимать, что губные пигменты очень часто удаляются через инверсию в серый, то есть вы, пытаясь это удалить, вы будете ходить долгое время с губами серого цвета, и очень велик риск, что именно так и случится. Если побояться делать это лазером, то вам будут долго и болезненно ковырять это все ремувером, то есть вы будете ходить с такими болячками, как усы. А пожалеете вы об этом, об вот этих темных обводках, об этой супер декоративности достаточно быстро, потому что это никогда не выглядит свежо и красиво, вот эти яркие темные цвета на губах. Это выглядит странно, потому что темный цвет, если закрашены губы, там малейшая какая-то неравномерность, малейший когда-то у вас был герпес или какое-то уплотнение кожи, прыщик или еще что-то, на нем пигмент ляжет по-другому, и это все равно будет выглядеть как-то слегка пятнисто, как-то грязновато, как будто вы ели мороженое шоколадное, у вас осталась вот эта полоска. Короче, это будет выглядеть отвратительно. Поэтому не позволяйте вам с собой такое делать мастеру, который в своем портфолио выставляет, например, вот такие работы. И не идите учиться туда, потому что это бессмысленная техника, которая портит людям лица и потом удаляется очень сложно, трудно, долго и дорого. И таким образом вы будете портить себе репутацию ради вот этого мимолетного тренда, который сейчас пришел. Тренды — это такая ловушка, особенно для начинающих мастеров, у которых еще не устоялось какое-то свое собственное мнение на то, что происходит в индустрии. И начинающим мастерам кажется, что они должны быть в тренде, иначе к ним не придут клиенты, они должны вот это все повторить. Но это ошибка. На самом деле клиенты ценят индивидуальный подход, они ценят то, когда мастер видит, как улучшить, изменить именно вот их лицо, вот именно вот это конкретное перед ним лицо. В моем закрытом телеграм-канале мы обсуждаем, как не вестись на все эти уловки и как стать мастером, к которому будут возвращаться, которого будут рекомендовать и который не портит лица своих клиентов трендами. Ссылка на мой телеграм-канал в описании к этому видео. И следующий тренд — это такие, знаете, большие декоративные стрелки с тенями. Их все еще делает большое количество мастеров. У меня уже есть такое ощущение, что клиенты хотят все более и более натурально, но много мастеров все-таки это продолжают совершать. То есть много краски вот в этой супер нежной коже на веках, которую практически, вот правда, невозможно удалить, потому что я в свое время совершила эту ошибку, и у меня было нависшее веко, я делала просто операцию, у меня теперь оно открылось, и слава богу, что со мной работали мои мастера, которых я учила, они хороши были в своем деле, и мои стрелки, после того, как у меня вот так все открылось и натянулось,
идеальные, практически на 100% симметричные, я этому страшно рада, но очень многие мастера как бы не умеют рисовать так симметрично. И вот если бы я хотела удалить то, что у меня получилось, у меня, например, здесь есть подружка в США, которая сделали стрелки, и они с возрастом просто опустились, потому что гравитационный птоз делает свое дело. И вот эти концы у нее теперь вот просто как у спаниеля, вот глаза вот такие грустные, и удалить их очень больно, потому что я пробовала. Я вот, например, хотела бы, чтобы мои глаза были девственно голенькими, чтобы я просто максимум межресничка бы у меня была. Но я вот с этими стрелками, наверное, теперь умру, потому что я попробовала. Я лежала час с анестезией, затем мне щелкнули вот просто на кончике, я сказала: все, идите нахер, я не хочу это терпеть, это было супер больно, потому что пигмента в коже очень много, а чем больше пигмента в коже, тем более выражена реакция во время лазерного удаления, тем будет большим отек потом, тем дольше удалять, и тем это больнее. Плюс по-настоящему, если удалять что-то на веках, нужны шильды. Шильды вставлять в глаза может только специалист, их надо обезболить, и вставляя шильды в глаза, можно повредить роговицу, чтобы вы понимали вот эти далеко идущие последствия, с которыми, возможно, столкнутся ваши клиенты. Поэтому никаких толстых, тяжелых стрелок не делайте, пожалуйста, хоть это и модно. Не делайте разноцветные тени, которые многие делают, не делайте их большими, потому что делают 3-4-этажные растяжки на веках, и когда века нависшее, этого почти не видно, но если вдруг ваш клиент захочет там открыть глаз при помощи, там, например, пластической хирургии, он просто сойдет с ума вот с этими гигантскими крыльями на глазах. Знаете, есть еще такие тонкости, например, можно сделать такую легкую теневую стрелочку, которая просто сделает как бы пушистыми такими длинными ресницами визуально. А можно сделать ее трехэтажной и плотной, то есть там есть большая разница, то есть можно прозрачно поработать пигментом, его там будет мало, и создастся такое ощущение, что глаз изменил направление, миндалевидность появилась, и как будто стали гуще ресницы. А если сделать это при помощи плотного закрашивания светлыми цветами, то получается много краски в коже, и вроде бы эффект тот же самый, но если вдруг вам надоест, то удалять вот этот второй вариант будет намного сложнее, потому что многие мастера работают еще и органикой, поэтому там останутся оранжевые, желтые остатки, которые вообще неудалимы практически из кожи. Поэтому думайте о том, что вы делаете вашим клиентам, чему вы учитесь и что вы собираетесь делать потом, потому что опять это репутация. Когда ваш клиент придет к вам через год, скажет: мне надоело, а давай теперь сделаем по-другому. А вы скажете: нет, это невозможно, ты умрешь с этими стрелками, я ничего не могу сделать, я могу их только еще усилить немножко, например, если они изменили цвет. И ваш клиент разозлится, потому что вы, когда тогда, ведясь на тренды, делали ему эти стрелки, эти тени, вы не предупредили о далеко идущих последствиях. Зона век – это самая защищенная у нас зона от солнца, то есть практически нету солнечной инсоляции, то есть пигмент не разрушается под воздействием солнечного света, как в других во всех местах. Поэтому краска будет держаться просто вечно на веках. С возрастом, со временем, она начинает становиться холоднее. Вы все знаете эффект Тиндаля, и со временем краска как бы перераспределяется. Вы можете это замечать по татуировкам, которые делаются людьми. Сначала они черные, через 5 лет они синеватые, через 15 лет они становятся уже там голубыми. То есть пигмент как бы уходит чуть глубже, и это нормально, так бывает. И теплая составляющая, это часто органические добавки в виде оранжевого красного цвета в черный цвет, что делают многие мастера, они разрушаются, у них светостойкость очень низкая. И со временем эти все стрелки начинают становиться сначала какими-то сизоватыми, потом какими-то фиолетоватыми, баклажановыми. И вот, например, я вынуждена каждый год делать коррекцию красно-коричневым цветом. Мне кажется, у меня уже тут скоро выпуклая эта стрелка станет, но мне не нравится ходить с ней, потому что она такая холодноватая, она не такая, как бы я хотела. Я бы хотела, вот правда, я бы хотела сейчас оказаться без своих стрелок, с которыми я всегда утром просыпаюсь, из моря вылезаю, и мне это не нравится. Вот мне сейчас 44 года, я бы хотела иметь чистые глаза, правда. И есть еще один тренд, это когда мастера говорят: ну смотри, как красиво, смотри, как натурально. Например, если это касается бровей, это вот эти широкие очень брови с прямой нижней границей, зачесаны наверх, это сейчас вот прям популярно, все пытаются это делать, и вот по верхней части растушевка такая вот, уходящая в никуда, плавно сливающаяся с лицом. Ну типа нету четких границ, типа это очень натурально, но что вы должны будете делать? Вы должны будете всегда ламинировать или зачесывать вверх вот эти волосы.
волосы, потому что если утром вот вы встаете, они у вас как бы лежат, ну вот как росли, они будут всегда стремиться вернуться в ту форму, с которой вы родились. Вам нужно будет тратить постоянно время на то, чтобы их уложить при помощи всевозможных гелей, вот сюда, вот так наверх, чтобы брови стали шире, ярче и гуще. Либо вы будете постоянно ходить на вот это ламинирование, или как-то это называется, когда кучей составов обрабатывают брови, и они меняют как бы свое направление, типа долговременная укладка. И вот это насильственное изменение направления, оно ни к чему хорошему не приводит, ваши брови со временем истончатся, выпадут, и даже там много аллергических реакций бывает. Такая себе геморройная процедура, скажем так. Ну вот я вот смотрела вот так вот на свою знакомую, у которой такие брови, и пыталась понять, что мне не так. Вот у нее бровь, она вроде высоко расположена, но века нависшая подчеркнута вот этой прямой линией, а вот здесь вот мне хотелось прям вот послюнявить и стереть. То есть это вот, знаете, когда бывает, ты бровь нарисовал и что-то там почесал, и у тебя вот так размазалось вокруг. И вот именно вот этот эффект сейчас создают и выдают это за новый, натуральный, естественный какой-то тренд. Они находят, может быть, иногда девочек, у которых вот там густые брови, это легко сделать вот таким образом. И потом навязывают это всем клиентам. И это видно, когда у тебя идет бровь, а потом еще на палец прокрашенная кожа, которая никогда не сравнится по насыщенности, по оттенку, и рельефа нету. Растушевкой невозможно создать такой же рельеф, как волосками, то, о чем я говорю постоянно, и то, чему я учу на курсе, потому что на курсе как свои, я имею в виду, потому что волосками мы можем играть со светлыми и темными волосками и перемещать прям насыщенность, и менять направление, и менять форму бровей гораздо сильнее, чем растушевкой. А растушевка — это такая нежнятина, которая подходит только идеальным бровям, которым нужно некоторые пробелы заполнить. И вот, если вы мастер, подумайте, стоит ли следовать трендам и делать вот эти вот вещи, которые не подходят вашему клиенту, потому что мы должны учитывать индивидуальность и делать своего клиента немножко красивее, но не менять его лицо полностью. Нам это не подвластно. Вы должны понимать, что есть много ограничений в нашей профессии. А если вы клиент, подумайте, 100 раз подумайте, прежде чем идти к мастеру, увлеченному трендами. Это значит, что, скорее всего, он сделает вам только то, что умеет. Вот это самое простое, что его научили делать, и он не учтет вашей индивидуальности и сделает вам только хуже на самом деле. А все вот эти вот ошибки не просто вот в мастерстве, а ошибки в следовании трендам удаляются, действительно сложно, дорого, геморройно, и почти всегда полностью удалить это невозможно. На этом у меня все. С вами была Елена Нечаева, и до новых встреч.